Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре не SSD. Сегодня поговорим про офигительную клавиатуру от FL Esports 7K87SA. Кстати, данную клавиатуру можно купить на AliExpress, где же еще, ссылочку на нее на официальный магазин оставлю под этим видео. Ну что, наконец-то до меня доехала эта клавиатура. Анбоксинг, распаковку вы только что увидели сами. Также вы увидели дополнительную коробочку со свечами, которую положил производитель, за что ему огромный респект. Там у нас есть несколько вариантов свечей, потому что эта клавиатура у нас hot swap. И здесь свечи меняются очень легко. Те, кто давно меня смотрят, знают, что год назад я купил клавиатуру Dark Project, это KD1B, ну и за год, даже уже чуть больше, потому что я купил ее в августе 2021 года, но что-то стало совсем не так. Но я ее смажу, но об этом будет отдельное видео, там разберемся. Что же касается новой клавиатуры, то хотелось проверить ТКЛ-ку на 87 клавиш, цифрового блока здесь нет. Ну и очень хочется узнать вообще, зайдет ли мне это. Опять же, я активно пользуюсь цифровым блоком на клавиатуре от Дарков. И, например, тот же самый калькулятор, я привык просто работать правой рукой именно на нем. Как будет с этой, поживем, увидим, посмотрим. Но давайте разберем, собственно, данную клавиатуру. Первое, на что обращаешь внимание, конечно же, на вес. В упаковке, когда лежит клавиатура внутри, достаешь клавиатуру и понимаешь, что она тоже тяжелая. И это прямо чувствуется, что здесь поработали максимально хорошо. И это у нас не просто так, это у нас за счет шумоизоляции. Что касается комплектации, есть у нас пулер, но есть у нас и еще вот такой вот пакетик, где находятся кейкапы, они же колпачки. ПБТ пластик у нас двойного литья. И здесь у нас разная расцветка. Более того, здесь есть клавиши цифровые, такие же как там плюс, умножить, минус, для полноразмерной клавиатуры. Купил я ТКЛ-ку, зачем здесь эти клавиши, не совсем понятно. Но там Escape и так далее в мятном цвете, это прямо зачетно. Но перейдем к самой клавиатуре, а точнее к кабелю. Кабель у нас здесь паракордовый, кабель у меня клавиатура белая в белом цвете, очень мягкий, удобный, гнется как угодно. Да, не кастомный, как хотелось бы, но все равно кабель здесь зачетный, и это у нас православный Type-C. А отсоединение кабеля от клавиатуры это очень удобная фишка, когда, например, вам нужно протереть стол, просто отстегнули, клавиатуру убрали, протерли, поставили, удобно. Я это уже прошел на своей Dark Project. Что же касается самой клавиатуры, у нас здесь есть переключатели, который отвечает за подсветку, но также есть точно такая же клавиатура 7K87SAM. Вот там уже есть Bluetooth, беспроводное соединение, и там уже этот переключатель отвечает за это. В нашей же клавиатуре здесь мы отключаем, либо включаем подсветку, если нам это нужно. Ну и, конечно же, как же не включить подсветку, когда она здесь есть. Это прямо круто. Что касается веса, почти 1,4 килограмма. Она реально тяжелая. С обратной стороны есть переключатель для Mac интерфейса. Ну и ножки две, так скажем, на каждой стороне есть по две прорезиненные ножки, которые мы можем использовать для того, чтобы клавиатура у нас была повыше. Я так именно и использую. Потому что, несмотря на то, что здесь у нас хороший такой наклон, хороший профиль, но когда повыше, удобнее. Ну и да, друзья, вы заметили, русского языка здесь нет. И это будет, так скажем, вопросом многих зрителей, потому что если ты не обладаешь слепым методом, нафига тебе такая клавиатура? Я не был уверен, что я прямо могу печатать вслепую, но оказывается, практически могу с минимальным количеством ошибок. Причем даже ты, когда печатаешь, ты же все равно периодически смотришь на клавиатуру. И несмотря на то, что здесь нету русских клавиш, ты машинально помнишь, где что находится, нажимаешь, и с этим можно работать. Да, нужно попечатать побольше, чтобы вот уже точно 100% овладеть слепым методом. Так что на это потребуется немножко времени. Ну, сейчас давайте проверим немножечко, как я владею слепым методом, владею ли я им вообще на клавиатуре без русской раскладки. Так, английский.
Как-то так. Что же касается самих свечей, то они у нас здесь hot swap, снимаются без проблем, они у нас разборные. И очень мне было интересно посмотреть, да, заявлено, что свечи у нас, стабилизаторы, все это смазано, все это причем смазано с завода, и, конечно же, я их разобрал. И да, хоть и небольшое количество смазки, но она здесь точно есть. Если вы захотите, можете дополнительно все промазать, сделать. Будет, ну я сомневаюсь, что будет сильно лучше, потому что клавиатура звучит и так великолепно. Так что давайте этим насладимся. Ну что, тайпинг услышали, переходим к следующей особенности данной клавиатуры. Это, конечно же, подсветка. И она здесь у нас по умолчанию стоит волна режим, но можно скачать фирменное ПО от FL Sports. И вот там-то нас ждет сюрприз, потому что, несмотря на небольшой объем, качается фирменное ПО в районе получаса. То есть минут 25 вам точно придется подождать. Но давайте с вами перейдем к подсветке и рассмотрим ее различные режимы и что мы можем вообще в этом фирменном ПО делать. Клавиатура у нас определяется без проблем. Нажимаем. Все, вот оно наше меню, где мы можем настраивать различные конфигурации клавиш, как нам угодно. Но давайте перейдем в раздел подсветки и посмотрим, что же нас здесь ждет. По умолчанию у нас работает режим волны Wave, и вот таким вот образом все это дело у нас переливается. Можно настраивать как угодно. Можно выводить разные цвета. Можем, конечно же, все это дело поменять. Ну и, соответственно, можно выбрать любой статический цвет. Все это надо обязательно применять, чтобы все это у нас на клавиатуре менялось. Итак, у нас есть неоновая подсветка. Конечно же, применяем все это. Смотрим, просто переливающиеся цвета. У нас есть появление. Конечно же, наши волны, где мы можем выбрать любое направление. Twinkle. Здесь у нас в случайном порядке загораются наши разные клавиши. Есть радар. Все это по кругу у нас светится. Автоповтор. Это у нас вот такие вот волны с разных мест. Striation. Вот такие вот полоски. Аврора. Аврору нужно нажимать. Далее Ripple. Reactive. Cross. Fireworks. Speed Respond.
Также можно выбрать режим под музыку, ну и кастомный настроить самому. Я ставлю Wave, как это было по умолчанию, очень даже неплохо. Что же касается остальных настроек, то здесь также можно, конечно же, настроить и любые макросы, ну и любые горячие клавиши. Ну и также хочется отметить, что высокий вес данной клавиатуры у нас здесь выполнен за счет несколькоуровневой шумоизоляции. И здесь два слоя между платами и на корпусе. Ну и с таким весом клавиатура у вас никогда не будет кататься по столу, если у вас есть с этим проблемы. Хотя у меня и на более легкой клавиатуре полноценная Дарков таких проблем вроде как и нет. За счет резиновых ножек, конечно же, ну здесь без вопросов. Что же касается внешнего вида, то да, клавиатура необычная, сразу вам скажу. Свечи, конечно же, Ice Mint здесь тоже необычные, но по звуку, тайпингу вот этому никаких у меня претензий нет. Все тихо, удобно. Срабатывания здесь у нас четкие, отличные. Ну и сами кейкапы PBT, вот эти вот кнопочки, они очень приятные на ощупь. Матовые, не скользящие. Блин, ну прямо супер. Что касается профиля клавиш SFA, ну тут уже для тех, кто в этом разбирается, потому что я вообще на это особо внимания не обращал. Но оказывается, это очень даже важная вещь. Ну и конечно же, предлагаю сейчас послушать сравнение с моей клавиатурой от Dark Project, которой чуть больше года, и вы заметите разницу. Ну, я думаю, тут только глухой этого не заметит. Так что давайте насладимся разницей. Что ж, пора подводить итоги. Клавиатура действительно интересная, причем в плане цены она тоже очень даже. Если я покупал свой Dark за 7 тысяч чуть больше года назад, то сейчас за 7 с небольшим вы можете купить уже вот этот вот вариант. А доплатив еще 900 рублей, можете купить такую клавиатуру, но уже с беспроводным подключением, если вам это важно. Я все-таки кабелем доверяю больше. Ну и, конечно, обязательно надо посетить официальную страничку официального продавца клавиатуры 7K87SA на AliExpress. Вот он ценник, можно получить скидку с купонами продавца. Здесь, в принципе, все обычно, ничего нового. Ну и вот наша клавиатура бывает на разных свечах, в разной расцветке, поэтому выбирайте то, что нравится вам. Отзывы 4,9, отзывов у нас здесь достаточно много. Все практически с фотографиями и все кайфуют, потому что реально клавиатура такая. Итак, вопрос-ответы, паракордовый кабель, описание, характеристики, в общем-то, все, что только вам может понадобиться, здесь есть. Ну и, конечно же, есть другие варианты. Вот, например, SAM уже беспроводная. Ну и в итоге великолепный тайпинг, смазка, все у нас здесь на высоте, подсветка, кому интересно, если не нужно, всегда можно отключить. Hot-swap свечи, пожалуйста, нужно поменять, меняем, но я не вижу в этом никакого смысла, потому что, а зачем, казалось бы, это делать, тем более я для вас приготовил сравнение именно вот тех свечей, которые мне положил производитель, с теми, которые стоят на этой клавиатуре. И в конце ролика вы сможете полностью этим насладиться, сравнить и выбрать для себя, например, те, что вам больше нравятся. Мне вот фиолетовые понравились, фиолетовые с белым, не знаю, как они будут правильно называться.
понравились мне больше всего. Ну и напишите, какие понравились именно вам. Ну а на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD и увидимся на новых обзорах. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит эта клавиатура, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Ну а сейчас предлагаю насладиться тайпингом от разных свечей, установленных в эту клавиатуру.